Под прошлым видео вы оставили огромное количество комментариев, что желаете увидеть ролик с подробным разбором альткоинов. Для меня ваше желание прежде всего, и поэтому спустя множество выпусков, где мы уделяли время биткоину, сегодня настал час альтов. Да, друзья, поскольку в крипту все приходят за большими иксами именно на альтах, сегодня я вам не просто покажу, какие монеты стоит покупать, какие продавать, а я раскрою главные секреты и подводные камни рынка альткоинов, ведь поверьте, их очень много. Казалось бы, все просто. Покупаешь альты, ждешь тот самый альтсезон, который был несколько лет назад, и спокойно получаешь свои 100 иксов. Я не спорю, такая стратегия работала ранее. И я помню, мне еще в далеком 2018 году удалось так заработать на пампе XRP. Вот только сейчас все намного сложнее. С каждым годом крипторынок развивался, приходили новые инвесторы, запускались тысячи проектов, и что самое главное, этим рынком активно заинтересовались большие игроки, а именно инвестиционные и венчурные фонды, которые, имея большой капитал, поняли, что крипта — это настоящая золотая жила, которая до сих пор не регулируется на все 100%. Таким образом, не понимая всех нюансов и в целом принцип работы альткоинов, все новички и даже более-менее опытные инвесторы наступают на одни и те же грабли. Закупаются на все деньги по одной цене, зачастую какой-то низкокапитализированной монетой, мол, ей вырасти проще, но в 95% случаев итог один. Цена токена идет вниз, интерес к этой монете падает, и покупатели остаются в убытке, из-за чего желание продолжать инвестировать пропадает. Правда, до следующего крупного роста и нового эффекта фома. Думаю, это знакомо всем, поэтому сегодня я покажу, как работает рынок альткоинов изнутри, расскажу о всех особенностях инвестирования, мы разберем лучшие стратегии покупки, изучим самое оптимальное соотношение монет, чтобы собрать сбалансированный портфель. Также я покажу, какие монеты стоит покупать, а от каких лучше избавиться. Ну и конечно же отвечу на самый главный вопрос: стоит ли ждать альтсезон в 2025 году? Это видео является фундаментальной базой, которая значительно упростит инвестирование в рынок альтов и минимизирует совершение ошибок, которые делают многие, в том числе и я, когда только начинал покупать свои первые монеты. Поэтому за такой контент рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка. И если вы желаете больше видео про альты, а именно топы, отдельные обзоры, поиск перспективных новых монет, а также пресейлы, ставьте лайк прямо сейчас и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. А меня зовут Влад, всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, приветствую вас на канале Coin22, где сегодня вас будет ждать очень полезное, а также информативное видео касательно альтов, которые, кстати, в начале недели выросли, и тот же эфир пробил уровень 2700. А знаете, из-за чего это произошло? Ну, конечно же, рост вызвал ИПЦ, о котором мы заранее предупреждали в нашем Telegram, где до публикации данных по инфляции у нас вышел большой прогноз, в котором было указано, что произойдет с криптой, если ИПЦ упадет. А сегодня, как раз таки под тематику видео, редакторы Coin22 выложили список альтов, которые прямо сейчас накапливают киты, поэтому, чтобы узнать, что это за монеты, переходите и подписывайтесь. Но прежде чем ответить на вопрос, какие альты стоит покупать, а какие продавать, сперва нам нужно разобрать главные особенности альтов и все подводные камни, чтобы заранее избавиться от ложного понимания об альткоинах. Для этого я подготовил для вас много интересных отчетов. Смотрите на эту статистику. Более 50% всех криптопроектов за последние годы провалились. Да, такие есть. Из почти 7 миллионов токенов, которые с 2021 года появлялись на платформе CoinGecko, 3,7 миллиона уже прекратили свое существование. Они больше не торгуются, не развиваются и по сути мертвы. Это значит, что 52,7% всех криптовалют, когда-либо размещенных на CoinGecko, оказались неудачными проектами. И что самое интересное, огромная часть этих провалов пришлась на прошлый и на начало этого года. А теперь внимание, только за первый квартал 2025 года мы уже наблюдаем 1,8 миллионов крахов токенов. Это почти половина всех провалов криптопроектов за последние 5 лет, то есть 49,7%. Это резкое падение жизнеспособности криптовалют может быть связано с общей рыночной нестабильностью, особенно после инаугурации Трампа в январе 2025 года. Сразу после этого события крипторынок ощутимо пошел вниз, и в этом же направлении последовали тысячи токенов. Но как ни странно, количество криптопроектов за это же время резко выросло. В 2021 году на CoinGecko было размещено чуть больше 428 тысяч проектов, а к 2025 году эта цифра выросла до почти 7 миллионов. Это безумный рост, и во многом его можно объяснить запуском платформы PubFun. Этот сервис по сути упростил процесс создания токенов до пары кликов, и рынок буквально утонул в потоке мемкоинов. Куча проектов начали запускать свои токены, просто ради фана или в надежде спровоцировать быстрый памп. Но как показывает практика, большинство из этих проектов не доживает даже до середины года. В итоге 49,7% всех провалов криптовалют пришлось именно на 2025 год. И это, кстати, данные за первый квартал. На втором месте 2024 год, в котором крах настиг почти 1,4 миллиона криптопроектов. Это 37,7% всех провалов за последние 5 лет. А вот до всей этой суеты с 21 по 23 год ситуация была куда спокойней. Провалов было намного меньше. И за весь
этот трехлетний период они составили всего 12,6% от общего числа неудач. То есть можно сказать, что массовая смертность криптовалют – это явление последних 1,5 лет. То есть рост числа умерших проектов связан не столь с медвежьим рынком, столь с развитием мем-экономики, появлением DEX-конструкторов, массовой токенизацией и активностью на блокчейнах Solana и Base. Создать токен стало просто, а убить его еще проще. Рынок переполнен спекулятивным мусором, который не имеет никакого будущего, и время от времени происходят чистки. Сейчас как никогда важно уметь определять перспективные криптопроекты от откровенного мусора, иначе можно попасть в ситуацию, когда вы инвестируете в токен, который через пару недель окажется в списке мертвых. И в целом альты это очень специфический актив. 90% альтов создаются с одной целью – обогатить их создателей. Скажите честно, когда в последний раз вы читали белую книгу какого-нибудь альта? Правильно, никогда. И знаете, кто читает? Да в принципе никто. Большинство новых проектов это не про технологию, а про деньги от инвесторов, которые надеются, что нашли новый биткоин. Сначала они делают красивый сайт, запускают маркетинг, подключают рекламу, все как по учебнику. Цена улетает вверх, и как только она пробивает пик, разработчики продают свои токены. Продукта нет, будущего нет, а доверия, ну вы сами понимаете. Живой пример Луна. Все кричали, что это новая финансовая эра, а через пару дней она укаталась в ноль. Тогда сгорело все. Проблема в доверии. Без доверия технологии ничто. Биткоину 15 лет, и он пережил все, что только можно. Запреты, скандалы, кризисы, хардфорки и много других проблем. Альты это тренд. В 2020 году все покупали DeFi, в 2021 году NFT, в 2022 Play to Earn, в прошлом году токены ИИ, и кто знает, что нового будет в этом году. И знаете, что объединяет все эти монеты? После активной шумихи цена падает на 90 или больше процентов. Почти у всех. Конечно, исключения есть, и о них мы будем говорить далее, но если взять общую тенденцию, то она именно такая. Все эти нюансы мы еще давно начали разбирать с участниками нашей подписки Coin22 Pro, где мы каждому индивидуально помогаем собирать спотовые портфели. Ведь зная эти тонкости, собрать сбалансированный портфель в долгосрок гораздо проще. Кстати, кроме инвестирования в спот, участники Pro активно торгуют и открывают сделки по лучшим точкам входа от команды наших аналитиков. Например, во время роста на этой неделе мы заработали на лонгах по Aptos, до этого на росте Atom, также получили прибыль на пампе лайткоина и на многих других альтах. Ведь в последние 2 недели рынок движется очень активно. При этом огромный плюс Pro – это пошаговое обучение с практикой для всех новичков, разбор прибыльных торговых стратегий, поддержка, сопровождение на всех этапах работы, а также индивидуальный подход к каждому участнику, ведь цели у всех разные. Подписка Pro успешно работает более 3 лет, и прямо сейчас мы продолжаем ежедневно предоставлять торговые идеи на биткоин, эфир и самые популярные альты. Поэтому, чтобы не допускать элементарные ошибки и сидеть месяцами в минусе, присоединяйтесь к Pro и начинайте торговать правильно. Все ссылки вы найдете в описании. А мы давайте перейдем к главным вопросам, которые касаются покупки и диверсификации. Первый вопрос, который я бы хотел разобрать, это как правильно покупать монеты. Вы можете подумать, а что здесь сложного? Заходишь на биржу и покупаешь. В принципе да, но я имею в виду стратегию. Самой частой ошибкой является покупка на все деньги и на одном уровне, с девизом все или ничего. Но это категорически неправильно. Конечно, хорошо, если повезет, и сразу после такой покупки рынок пойдет вверх. Однако, как показывает практика, такое происходит крайне редко. Рынок очень волатильный, и зачастую перед ростом может быть просадка, причем очень даже глубокая. Из-за этого абсолютно всегда накапливать монеты нужно постепенно. Есть 2 варианта. Первый – система DCA, когда мы покупаем раз в неделю или месяц. И второй – покупка на ключевых уровнях поддержки. Со схемой DCA все понятно. Просто постепенное накопление, независимо от цены. А вот касательно покупки по уровням, то цель такой стратегии – выделить минимум 3 ключевых уровня, на которых вы будете покупать. Для примера покажу наш ролик, который выходил до просадки рынка. Там я советовал 3 уровня для эфира, 2 из которых были успешно протестированы. Также было и с монетой Solana и еще токеном XRP. В этой тактике самое главное не бояться подобрать оптимально уровни пониже. Ведь я помню, многие под этим роликом писали, что цены очень долго не упадут к первым уровням поддержки. Но для этого понадобилось меньше месяца. Тем не менее, нужно понимать, что выбирать прям максимальное дно также не стоит. Нужно смотреть, где у цены была консолидация, и от этого отталкиваться. Покупая по системе DCA или по уровням, вы формируете среднюю цену, чтобы у вас был запас и ликвидность для дополнительной покупки. Следующий вопрос. Как должен выглядеть правильный сбалансированный портфель? Это также я неоднократно разбирал. Здесь главное правило, чем рискованнее монета, тем меньшую долю вашего портфеля она должна занимать. Самое золотое соотношение это 70-20-10, где 70% портфеля это биткоин, 20 эфир и 10 это различные альты. Это прям консервативный портфель. Лично я сейчас придерживаюсь соотношения 60-20-20. Вы можете использовать 60-10-30, если не верите в перспективы эфира, или даже 50-20-30. Самое главное, на биткоин должно приходиться не меньше 50%. Почему? Потому что главная задача инвестирования в крипту это сохранить
сохранить свой капитал, а уже только потом его приумножить. Биткоин и эфир более надежны, чем остальные монеты, за счет чего основная часть вашего капитала должна храниться именно в них. 10, 20 или 30%, которые выделяются для альтов, необходимо разделить. Таким образом, ваш портфель будет максимально диверсифицирован. И, например, во время просадки более стабильные монеты будут компенсировать просадки мелких альтов, и вы уже не будете сталкиваться с минусом в 90% на первой же коррекции. Но также имейте в виду, что высокий риск не равен высокая прибыль, ведь риск может быть просто неоправдан. А что же тогда покупать, спросите вы? Лично я инвестирую в фундаментальные монеты из топ-20, которые уже проверены временем и не одним медвежьим рынком. Ведь если они продолжают оставаться в первой двадцатке, это так или иначе подчеркивает их надежность. В этот список я сразу внесу Solana, XRP, Link, INA, а также токен SUI, которые мы вообще одни из первых начали рекомендовать к покупке на локальном дне в прошлом году. Здесь самое главное, это действительно фундаментальные монеты, желательно с поддержкой от фондов или те, которые имеют хороших партнеров. Еще раз подчеркну Link, XRP, а также INA. Примеров хороших альтов много, и у нас на канале есть множество топов, которые я советую вам посмотреть. Но если вы желаете более подробный топ свежих альтов для покупки на ближайшее время, пишите в комментариях, а также можете указать тикер монеты для отдельного обзора. Посмотрим, какой токен вас интересует больше всего. Третий базовый вопрос: а как правильно продавать и от каких мусорных монет стоит избавиться в первую очередь прямо сейчас? В данном случае также есть частая проблема. Это ждать максимального пика цены монеты и сразу все продать. Но угадать ту самую точку сложно, поэтому продавать мы должны точно так же, как и накапливали, а именно постепенно лесенкой. Лично я рассматриваю спот минимум на 3-4 года в рамках цикла, который формируется после халвинга биткоина. То есть в идеале необходимо холдить монеты минимум год, докупать, усреднять и только через пару лет приступать к фиксации профита. Это первый вариант. Второй вариант — отталкиваться от ситуации на рынке и различных событий, используя классическую схему продажи на жадности. То есть как только рынок достигает пика жадности, можно приступать делать первую фиксацию. Но этот вариант больше подходит для краткосрочных холдеров. Ну а третий вариант — продавать тогда, когда вам нужно. Это могут быть различные ситуации, в которых вам может потребоваться ликвидность, либо для инвестирования в другую монету, либо личные цели и причины. В таком случае можно продать часть монет независимо от их цены. Но самое главное в продаже — это никогда не выходить с рынка полностью. Всегда оставляйте в портфеле небольшой процент монет, ведь рынок непредсказуем. И никто не отменяет тот факт, что через некоторое время он зафиксирует рост. Здесь самое главное всегда искать баланс. Если продавать, то постепенно, если покупать, то также на разных оптимальных уровнях, формируя среднюю цену. Не стоит одним кликом продавать все, а также на все ваши деньги покупать какой-то мем. Ведь такой переход из крайности в крайности ни к чему хорошему не приведет. Если говорить конкретно о текущей ситуации, то сейчас точно не время для продажи, так как мы находимся в бычьей фазе цикла постхалвинга. Впереди нас ждет снижение ставок ФРС, и лучший вариант — это наоборот, откупать на всех просадках. Но об этом мы более подробно поговорим уже в новых видео. И даже если после продажи цена монеты идет вверх, переживать не стоит, ведь зафиксированный профит — это уже лучше, чем убыток. И не нужно передерживать те альты, которые у вас в плюсе, чтобы не столкнуться с резким разворотом рынка. Также обратите внимание на самые неперспективные альты, которые тянут ваш портфель вниз. У многих инвесторов портфели забиты на 80% альтами, причем это может быть даже одна монета, которая сейчас находится в глубоком минусе. Хороший пример Starknet, который после листинга стремительно летит вниз. Конечно, можно сказать, что у него низкая капитализация и ему легко будет расти. Вот только если вы покупали монету год назад после ее запуска, и она не выросла, и в конце прошлого года, когда все росло и биткоин пробивал хаи, цена монеты выросла максимум на 100%. Так какие причины роста на 10 иксов сейчас, сказать очень сложно. И таких подобных монет очень много. Следовательно, не продолжайте увеличивать убыток по таким монетам, а лучше часть зафиксировать и перенаправить капитал в более надежные и перспективные монеты, о которых мы говорили ранее. А что по поводу альтсезона, который ранее привел к росту альтов на 1000%? Стоит ли его ждать? Помните те золотые времена, когда можно было просто купить немного альтов, посидеть, подождать и на следующем бычьем рынке очень хорошо заработать? Это было классно, но эти времена, похоже, уходят в прошлое. Крипторынок изменился до неузнаваемости. И если вы до сих пор живете по стратегиям 2021 года, у меня для вас плохие новости. Сейчас на рынке не тысячи, а десятки миллионов токенов. По последним данным, сейчас на рынке 36 миллионов альтов. Это больше не просто рост, это настоящий перегрев. Но как изменился рынок альтов? Давайте посмотрим на цифры. В 2013 году было менее 500 токенов, в 2017 во время легендарного булрана около 3000, а теперь 36 плюс миллионов. Это рост на 12 000% по сравнению с последним настоящим альтсезоном. Казалось бы, выбор огромен, значит и шансов больше. Но нет, все наоборот. Переизбыток токенов — это нехорошо, а наоборот плохо. Такое огромное количество проектов приводит к распылению капитала. Инвесторы теряются в выборе, и даже перспективные токены не получают достаточного объема инвестиций, чтобы показать хороший рост. В результате все надеются на альтсезон, но он даже не начинается. И большинство новых проектов — это либо мемы, либо однодневки, созданные для быстрой спекуляции. Потому что именно так и работает механика массовых пам-дам схем, особенно на фоне
фоне всплеска новых мем-токенов, которые создают через PubFun. Почему это убивает альтсезон? Раньше все было просто. Биткоин шел вверх, инвесторы фиксировали прибыль, перенаправляли капитал в альты и начинался альтсезон. Сегодня инвесторы просто не знают, что покупать. Листятся по 100-200 токенов в день, и большинство из них не имеет ни продукта, ни цели, ни команды. Из-за этого средняя рыночная капитализация альткоинов упала на 42,7% с 2021 года, а мемы, которые запускаются на биржах ради шума, просто затмевают все остальные монеты. И по факту биржи листят мемы ради объемов, люди их покупают, теряют 90% и уходят. Но как же нам адаптироваться к новым условиям? Если вы хотите выжить в этом рынке, больше нельзя просто покупать все подряд. Старые методы купи-держи не работают. Вот что действительно сейчас делают Smart Money. Во-первых, ставка на утилитарные токены. Это токены, которые приносят реальную ценность экосистеме. Не обещания, не мемы, а настоящие технологии. DEX-приложения, кросс-чейн решения или финансовые платформы. Пример Ethereum, Solana или XRP. Это проекты, которые нужны независимо от хайпа. Второе, что нужно делать сейчас, это отслеживать разблокировки. Огромная часть давления на цену – это разблокировка токенов. В 2025 году общие разблокировки оцениваются в 75 миллиардов долларов, что давит на цену многих альтов. И третий – это внимательно отслеживать действия фондов. Проекты, с которыми работают банки, финтех-компании и крупные корпорации, имеют гораздо больше шансов выжить. Зачастую именно такие проекты выбирают фонды, и в 2025 году такие монеты, вероятно, будут связаны с токенизацией, потому что тот же фонд BlackRock сейчас активно продвигает токенизацию реальных активов, и поэтому все, что с этим связано, имеет потенциал на будущее. Но еще послушайте внимательно. Мы не говорим о конце альтов, мы говорим об их эволюции. Крипта в 2025 году это уже не дикий запад, это зрелый рынок, который начинает работать по законам фундаментальной оценки. Так что забудьте про успех 18, 19 и 20 годов. Настало время аналитики, и конечно же в плюсе будут оставаться те, кто не совершает ошибки, которые мы сегодня разобрали, и следует правилам покупки, а также диверсификации. Поэтому я надеюсь, сегодняшнее видео для вас было полезным. Конечно, тема альтов очень большая, и сложно было все впихнуть в одно видео, поэтому мы планируем снять еще несколько выпусков. Так что поддержите ролик лайком, в комментариях оставляйте интересующие вас вопросы, ведь я стараюсь отвечать каждому. Возможно, у вас есть вопросы по конкретным монетам, так что пишите. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, где ежедневно публикуются новости. Но с вами мы увидимся уже в следующем видео. Поэтому желаю побольше прибыльных альтов, всем удачи, до скорых встреч.